Привет, друзья! С вами Макс, и сегодня мы будем учить русский в автомобиле. Ха-ха! Конечно же, это российский автомобиль, который называется Lada Largus. О нем, кстати, у меня было видео. Так вот, сегодня мы проедемся вместе с вами по окрестностям Новороссийска и по самому Новороссийску. Поехали? Опа! У вас еще есть вопросы, почему в России у тебя должен быть внедорожник? Фух! Да, во, ура, асфальт! Отлично! Так, машин нет. Фух! Асфальт! Да, друзья, нет, конечно, в Новороссийске... В Новороссийске дороги хорошие, но я очень люблю заезжать в те места, где дороги не очень хорошие. Ну, мне просто нравится ездить по разным местам, по разным деревням. И сейчас мы с вами едем по окрестностям Новороссийска. Что такое окрестности? Окрестности — это то, что находится рядом. Например, мы можем сказать окрестности Новороссийска, то есть территория рядом с Новороссийском. Или мы можем сказать окрестности Петербурга. Вы можете сказать своему другу: приезжай ко мне, не знаю, в Нью-Йорк, я покажу тебе окрестности. То есть места рядом с Нью-Йорком или места вокруг Нью-Йорка. Да? Ну, обычно в Нью-Йорк, наверное, ездят, чтобы посмотреть сам Нью-Йорк, но тем не менее, да. Или приезжай, я покажу тебе окрестности моего города. Вот сейчас я вам показываю, друзья, окрестности. И это, то, что вы видите, это называется гора Колдун. Да, гора Колдун. Это высокая гора, видите, наверху туман. Вернее, даже это не туман, это туча. Это туча. А вот здесь справа мы сейчас будем проезжать место под названием Шато Пино. Вот, Шато Пино. Шато Пино — это винодельня. Это винодельня, где делают вино. Но на самом деле... Мы вообще едем в другую сторону. Я просто хотел вам показать красивые места рядом с Новороссийском. Нам нужно совершенно в другое место. Поэтому мы сейчас развернемся здесь и поедем... Так, развернемся и поедем в сам Новороссийск. Вот, видите, виноградные поля. Вернее... Макс, какие виноградные поля? Где твой русский язык? Конечно, виноградники. Вот здесь справа вы можете увидеть виноградники. Здесь много виноградников, соответственно, много виноделен. Вот знак Новороссийск, 4 километра. Отлично. Сейчас мы едем. Можете посмотреть на дорожные знаки в России. Вот знак «Обгон запрещен». Это означает, что нельзя обгонять другие автомобили. Вот, кстати, здесь слева мы тоже проезжаем виноградники и тоже проезжаем горы. Здесь вокруг много гор. Мы с вами начали путешествие не из Новороссийска, ну, в общем, из окрестностей. То есть мы из окрестностей едем в сам город. Здесь идут поселки. Я даже не знаю название этого поселка. Что это за поселок? Просто какой-то поселок. Даже здесь нет надписи. Видите, дома. Также стоят столбы электрические. Вот это вот электрический столб. Вот, электрический столб. Мы проезжаем автобусную остановку. Здесь ходят автобусы разные. Ну и здесь люди живут недалеко от города. Недалеко от города и, можно сказать, в горах. Не знаю, если будет видно. Нет, не будет видно. Но, в общем, слева от меня горы. Можете себе это представить. Вообразить, что слева вы видите горы.
Вот, теперь мы выезжаем из населенного пункта, из этого поселка. Немножко об ограничении скорости в России. Видите, здесь 70, знак 70. Это значит, что нельзя ехать выше 70 километров в час. Да, то есть лимит 70. Но это де юре. Де-факто это 90. Де-факто лимит 90. То есть все камеры в России настроены на плюс 20 километров в час. То есть если знак говорит 40, ты можешь ехать 60. Да? Это такое внегласное правило. Мне оно не нравится. Я понимаю, что там, может быть, плюс 5 километров это нормально. Потому что, есть, значит, каждая машина показывает разную скорость. Могут быть какие-то колебания. Плюс-минус там, пару километров. Это нормально. Но плюс 20 это слишком много. Поэтому, представляете, в городе в России, в городе и в населенном пункте в России ограничение 60 километров в час. За пределами городов и поселков и других населенных пунктов лимит скорости 90 километров в час. Соответственно, есть, конечно, дороги, где можно ехать быстрее, но это, скажем, исключение из правил. Вообще 60 и 90. Это такой стандарт. Вот, сейчас мы едем по горным дорогам. Можете посмотреть, здесь крутые повороты. Вот сейчас будет очень крутой поворот. Мы называем такой поворот крутой. Да? Крутой поворот! Смотрите, какой крутой поворот, да? Забавно, что слово «крутой» означает и классный, и крутой в плане поворота, или гора, например, тоже может быть крутой. Вернее, не гора, а обрыв. Вот здесь сейчас справа крутой обрыв такой вниз идет. И сейчас мы въезжаем в другой поселок. Нет, не поселок, друзья, я ошибся. Это уже окраины Новороссийска. Добро пожаловать в Новороссийск. Все, ограничение 60 километров. Вот, видите, этот знак означает крутой подъем. Да? Крутой подъем. 9%. 9 градусов, простите, конечно, 9 градусов. Вот это начало Новороссийска. Как всегда, как и в большинстве городов России, окраина города – это частный сектор. То есть это дома… Так, дружок, не так быстро. Частный сектор – это дома, где люди просто живут не в многоэтажных домах. Здесь у людей свои частные дома, и многим нравится такой стиль жизни. Ты живешь в городе, но при этом ты живешь в своем доме. У тебя свой дом и свой небольшой кусочек земли. Многим людям это нравится. Так, здесь есть два варианта. Поехать через виноградники или поехать через город. Но мы с вами поедем через город, чтобы показать вам сам город Новороссийск. Так, дети. Видите, сейчас день, дети закончили школу, и дети возвращаются из школы домой. Вот, начались магазины продуктов, а вот люди переходят дорогу в неположенном месте. Видите? Может быть, здесь просто нет пешеходного перехода рядом, не знаю. В общем, всегда нужно переходить дорогу по пешеходному переходу. Пешеходный переход – это зебра. Зебра или пешеходный переход. Вы можете впереди увидеть горы. Это другие горы. Вокруг Новороссийска много гор. Это город в горах. И также впереди, попозже, вы, возможно, увидите море. Потому что Новороссийск находится в бухте.
Бухта называется Цемесская бухта. Цемесская бухта. Вот. И мы сейчас приближаемся к центру. Вот, я думаю, что вы видите море. Мы постепенно приближаемся к центру Новороссийска, но мы не поедем в центр, прямо в сам центр Новороссийска, потому что мы с вами потом пойдем туда пешком гулять. Не сегодня. Сегодня пасмурно, сегодня не очень, скажем, такая приятная погода для прогулок. Ну, в принципе, нормальная погода вообще, плюс 14 градусов, но, тем не менее, я думаю, что мы с вами погуляем лучше пешком по Новороссийску. А сейчас просто посмотрим на Новороссийск из автомобиля, как он выглядит. Я скажу честно, я очень полюбил этот город, мне он очень нравится. Вот здесь люди живут в частных домах на горе. Видите, с горы открывается вид на весь город. Это не туристический город, скорее это промышленный город, потому что вот там впереди находится цементный завод. Главный такой промышленный объект Новороссийска – это цементный завод. Он работает уже, не знаю, может 200 лет. Ну, в общем, очень давно. По сути, когда Новороссийск образовался, почти сразу же и образовался... Так, поворот здесь. Почти сразу же образовался этот цементный завод. То есть это очень старый завод. Вот сейчас мы проедем здесь по частному сектору. Здесь главное ехать не быстро, но вообще водители здесь часто нарушают скоростной режим и часто нарушают правила, а я всегда стараюсь не нарушать правила, все делать по правилам. Мне кажется, если люди будут соблюдать правила, даже если они едут одни, иногда ты думаешь: о, я еду один, на дороге никого нет, я могу поехать побыстрее. И многие так и делают, но это опасно. Я включаю поворотники даже в лесу. Я всегда приучаю себя ездить, соблюдая все правила. Ну, конечно, не всегда это получается, к сожалению. Но я очень стараюсь. И каждый раз бью себя по рукам. Так, Макс, что ты делаешь? Едь медленнее. Или: Макс, почему ты забыл включить поворотник? Макс, что с тобой не так? Вот здесь, видите, уже начинаются более высокие дома. А вот это то, что мы сейчас проезжаем. Видите, знак бугорка такого. Это искусственное препятствие. Это сделано для того, чтобы люди снижали скорость. Хорошая штука. То есть это не позволяет машинам быстро ехать. Это сделано, чтобы люди не ехали быстро. Мы называем эти штуки лежачий полицейский. Лежачий полицейский. То есть полицейский, который лежит. Как бы лежит и запрещает тебе ехать быстрее, чем нужно. Сейчас будет впереди знак «Стоп». Видите? Знак «Стоп» говорит о том, что нужно обязательно остановиться и пропустить все машины. То есть ты проезжаешь последним этот перекресток. Сейчас впереди будет перекресток, и мне нужно будет пропустить автомобили и слева, и справа, и вообще с любой стороны. Поэтому мы здесь, наверное, чуть-чуть постоим. И тут, кстати, я не знаю, видно вам или не видно, но вот там вот можете посмотреть, виден такой маленький синий магазинчик. Маленький синий магазин. На нем написано «Хамса». Хамса — это маленькая рыба. Маленькая рыба, которую очень любят в Новороссийске. Она сейчас продается везде, эта рыба.
И у этой рыбе стоит памятник. Есть памятник Хамсе. Потому что эта рыба в то время, когда Новороссийск был, скажем, окружен, когда была, можно сказать, блокада Новороссийска, когда была оборона Новороссийска, то Хамса помогла людям выжить. У людей не было еды, но в этот момент в город пришла эта рыба, ну, приплыла, да, хамса. И люди начали есть хамсу, и благодаря этому люди, ну, выжили фактически. Это очень классная история, мне она очень нравится, поэтому люди здесь поставили памятник этой рыбе, памятник хамсе. Он находится на набережной. А мы опять проезжаем такие маленькие красивые домики. Это старые, очень старые дома, исторические. И мы уже приближаемся к историческому центру города на самом деле. Сейчас нам опять нужно пропустить все автомобили. А впереди вы можете увидеть вот там и высокие здания. Это уже высокие многоэтажные здания. Да, здесь очень прям огромный поток автомобилей. Может быть, нас кто-то пропустит, а иначе мы очень-очень долго будем здесь стоять. Ну, ладно, не очень долго, нормально. Едем дальше. Вот они, начались большие-большие дома, ну, вернее, высокие дома, да. И сейчас мы будем подъезжать к району, где я живу. Этот район называется Южный район. Южный район города. Это не такой, это спальный район. Спальный район. Там нет театров, там нет музеев, там нет каких-то таких культурных объектов. Там люди просто живут. Живут и работают. Мы называем это спальные районы. Кто-то из подписчиков подсказал мне, что на английском это будет bedroom communities. Поэтому теперь я знаю, как это сказать по-английски. Вот. Вот, видите, впереди водитель перестроился и даже не включил поворотник. В общем, да. Поэтому я уверен, что культуру вождения нужно обязательно поднимать. Нужно обязательно поднимать культуру вождения. Итак, мы с вами сейчас... Нет, уже мы не успеем туда. Окей, поедем по этой дороге. Поедем по этой дороге. Сейчас впереди вы увидите и море, и горы. Я не знаю, насколько хорошо это видно на камере, но я вижу прям потрясающие горы, море вдалеке. Очень красиво. Вообще в Новороссийске, конечно, очень красиво. А вот это, не знаю, видно вам или нет, наверное, видно. Вот здесь находится, здесь сорвало баннер. Здесь был баннер, но этот баннер сорвало, потому что в Новороссийске очень сильные ветры. Так, пропустим ребят. Нужно всегда пропускать пешеходов. Сорвало баннер, потому что здесь очень сильные ветры. Очень сильные ветры. Но они бывают не так часто. Поэтому мне кажется, что ветер — это не такая большая проблема, как, например, мороз и снег. Нет, конечно, и ветер, и мороз, и снег — это все не проблема. Как говорится, у природы нет плохой погоды. Каждая погода — благодать. По-моему, так. Это, по-моему, фраза из какой-то песни. И действительно, у природы нет плохой погоды. Каждая погода для чего-то нужна. Солнце нужно растениям и людям. Дождь нужен тоже растениям и людям. Снег нужен, ну, наверное, тоже снег для чего-то нужен. Ну, как минимум, снег тает, появляются реки,
И эти реки наполняют моря, и вода вообще это очень нужный элемент для человека. Поэтому все нужно. Но я немножко устал от мрачного Питера, от мрачного холодного Питера. Поэтому мне сейчас доставляет огромное удовольствие вот так вот зимой ехать по Новороссийску. Представляете, сейчас зима, друзья. Зима. Зима. Ау! Где снег? Я еду в футболке. Это просто невероятно. Это невероятно. Вот мы уже и почти приехали на улицу, где я живу, друзья. Как я и говорил, мы с вами проехали мимо разных интересных объектов, то есть мы не увидели какие-то особо интересные объекты, потому что мы едем по спальным районам, по тем местам, где люди живут. Но скоро мы с вами пешком погуляем по центру Новороссийска. Я думаю, что он вам понравится. Здесь много разных магазинов, все что угодно. Я вижу шаверма, какие-то кафе, какие-то разный бизнес здесь тоже дислоцируется или находится. Вон, например, здесь страховая компания, я вижу. Впереди медицинский центр. Вот это вот большое здание, это медицинский центр. Называется «Здоровье нации». Ну, да, сейчас медицинские центры, наверное, получают сверхприбыль, потому что очень многие сдают разные анализы, например, ПЦР. ПЦР — это анализ, который показывает, ну, скажем, есть у тебя коронавирус или нету. Да, это один из видов анализов на определение или на выявление коронавируса. И вот это место я не очень люблю, потому что сейчас, друзья, мы стоим в пробке. Это пробка. Пробка, вот когда ты стоишь и не едешь, и вокруг много машин. Это называется пробка. Но забавно, что если ты из большого города, то вот ты не можешь назвать это пробкой. Многие местные люди, возможно, сказали бы: «О, я стою в пробке». Но для жителя мегаполиса, для бывшего жителя мегаполиса, это, конечно, не пробка. Я помню, что в Питере, вернее, в окрестностях Питера, рядом с Питером, я иногда стоял в пробке, ну, где-то минут 50 я стоял в пробке. Представляете, 50 минут. 50 минут. Поэтому постоять 5 минут, мне кажется, в этом вообще нет ничего страшного. Но сейчас мы будем стоять 111 секунд. Очень долго. Но на самом деле, я думаю, что мы на этом с вами закончим это видео. До встречи в следующем видео. Я думаю, что мы с вами обязательно погуляем по Новороссийску пешком и посмотрим центр. Ну а на сегодня это все. До встречи. Я прощаюсь с вами. Будьте здоровы. Пока.